Привет! Вы наверняка слышали о космических доходах в крипте, о невероятных историях успеха и часто видите зазывающие видео на YouTube с обещанием сумасшедшего дохода. Но насколько это правда? Отвечу сразу. И да, и нет. Мне, например, посчастливилось получить награды от проекта Aptos, который вознаградил всех, заполнивших форму. На тот момент это было $2200. А отгремевший недавно проект Arbitrum раздал в среднем по $2000 на адрес. Но давайте представим, что в Aptos вы заполняли не одну форму, а 50. А в Arbitrum участвовали не с одного адреса, а с 50. При несложной математике получим $210 тысяч с двух проектов. В крипте это называется мультиаккаунты. Это все равно, что ловить рыбу удочкой или сетью. Если оставить моральную составляющую, хорошо это или плохо, то в крипте большинство тестнетчиков участвуют не с одного аккаунта. Это возможно благодаря различным инструментам, знаниям и навыкам, зачастую не столь сложным, как это может показаться на первый взгляд. Например, для создания уникальных профилей можно воспользоваться программой AdsPower, для аренды сервера – хостингом Hetzner. А тестировать можно как вручную, так и с помощью скриптов. Все зависит от ваших навыков. Все необходимые ссылки со скидками и информацией будут в описании под видео. Но много ли таких проектов, которые так щедро вознаграждают за участие? На самом деле нет. По моей статистике 1-2%. Во многих случаях ты уходишь в ноль, покрывая аренду сервера, или уходишь в убыток. Поэтому в этом деле важно учитывать правила риск-ревард, заранее рассчитывать возможный убыток и возможную прибыль. Но один качественный проект с лихвой покрывает все затраты. И важно учитывать, что приведенные выше два проекта выходили на медвежьем рынке, а это большая разница. Давайте сравним с проектами, которые выходили на бычьем рынке. Проект Hopper принес примерно $100 тысяч за одну ноду. Solana максимум могла принести $3 миллиона. Avax, NIR, Mina – сотни тысяч долларов. Moonbeam, нода с амбассадоркой – $40 тысяч каждая нода. Звучит нереалистично, не так ли? Но такие проекты действительно изменили людям жизнь. У вас может возникнуть резонный вопрос. Крипта – это высокорисковый актив. Как здесь не потерять все? 8 месяцев назад я записывал видео, где поделился собственным опытом, приобретенным благодаря потерям и совершенным ошибкам. И принял для себя правило – всегда фиксировать прибыль, что спасло гораздо больше, чем я мог бы заработать. На протяжении 2 лет я занимаюсь заработком в крипте с минимальными вложениями. Это значит, что в траты зачастую входит лишь аренда сервера и время. В моей группе в Telegram мы пытаемся найти в этом море скама те проекты, которые могут принести прибыль. Если вы станете частью сообщества, буду очень рад. Увидимся. Всем пока.